Сейчас все повсюду твердят только об одном – о коронавирусе. Куда бы ты ни зашел, везде будет какая-то статистика. У нас что-то применили. В этой стране запретили это, в этой стране запретили это. Но то, что говорят в СМИ, это одно дело. А когда тебе об этом рассказывает человек, который непосредственно живет именно в этой стране, это совсем другое дело. И зачастую эта информация может очень сильно различаться. И поэтому сегодня я решил пообщаться с иностранцами и задать им пару интересных вопросов. И заодно спросить о том, как пандемия повлияла на их обычную жизнь. Недавно я узнал об приложении Abla, которое позволяет тебе общаться с иностранцами, минуя языковой барьер. Но самое интересное, что меня привлекло в этом приложении, это возможность общаться с человеком по видеосвязи и понимать его. Там распознается речь и выводится какой-то перевод. И как только я об этом узнал, у меня сразу же зародилась идея снять это видео. Поэтому давайте начинать. На самом деле я очень долго пытался с кем-то пообщаться и вывести его на видеосвязь. Почему-то все иностранцы очень закрытые и не особо общительные. Они могут тебе писать и все, но видеосвязь они почему-то боятся, особенно девчонки. Неужели я очень похож на маньяка? Страшно, очень страшно. Итак, дорогие друзья, я просидел 45 минут. Моя камера разрядилась на 24% со 100, как вы поняли. Мой телефон уже разогрелся до лавы. И со мной так до сих пор и никто не захотел пообщаться по видеосвязи. И когда я все-таки смог добиться общения по видеосвязи, мой телефон не захотел записывать этот разговор. Но на следующий день я все же с ним снова списался, и все же мы с ним поговорили, и я задал ему несколько интересных вопросов. Добрый день, меня зовут Александр, Сашка. Я с канала Doggy Gamer, и я буду, как вам сказать, делать озвучку сейчас для этого видео. Вот, если хотите, можете перейти на мой канал, подписаться. Считайте, с расчетом на будущее, ведь видосов там не выходило уже год, но они выйдут обязательно. Расскажи мне, пожалуйста, как тебя зовут, из какой ты страны и сколько тебе лет? Я Басит из Бангладеша родом, и мне 18 лет. Скажи, пожалуйста, как ты проводишь время на карантине? На карантине я сижу дома, играю на гитаре, слушаю музыку и тренирую свои мозги. Скажи мне, какие меры приняты у тебя в стране в связи с пандемией? Шаги, очень хорошие шаги. Я не выхожу на улицу, и нам запрещают собираться вместе, нам нужно носить маски. И мы подчиняемся решениям нашего правительства. Насколько, по твоему мнению, сложно изучать русский язык? Мне нравится русский язык, он звучит довольно круто. Потому что произношение очень сильно похоже на один из тех языков, на которых я говорил. Сложен ли русский язык в произношении? Да, он очень сложный, особенно для меня. Есть ли какой-либо стереотип, связанный с твоей страной? Да, много-много-много. Первый — это что Бангладеш — это часть Индии. Я помню, потому что я так считал, да. Бангладеш — это самая большая страна из группы Индии, из восточной части Индии. И есть еще одно заблуждение. Очень много людей считают, что у нас здесь очень много террористов, но это не так. И последний такой вопрос. Если бы у тебя была возможность, ты бы посетил Россию? Если бы да, то в какое место ты бы приехал и почему? Я бы выбрал Москву, потому что это очень известное место, известное своей архитектурой. Второй человек, с которым я смог пообщаться, его звали Асилэм. Надеюсь, я правильно произнес его имя. Вот вам нарезочка самых интересных моментов из нашего с ним разговора. Как ты считаешь, русский язык тяжело изучать? Это немного сложно, особенно написание. Ведь это что-то новое для меня, но
у меня есть друг, который говорит по-русски. А какие меры у вас в стране приняты в связи с коронавирусом? Как во всех странах, где практикуется изоляция, я сейчас не работаю. Все элементы инфраструктуры у нас закрыты до 31 мая, и нам остается ждать конца месяца. Следующий человек, с которым я пообщался, это был Шейк, или Шейк, но я не знаю, как правильно произносится его имя. Он из Сенегала, и мы с ним тоже довольно интересно пообщались. Как ты проводишь время на карантине? Я смотрю фильмы, которые давно хотел посмотреть. Какие меры приняты в связи с коронавирусом? Меры приняты хорошие, мы не изолированы, у нас есть возможность выходить на улицу, но в обязательном порядке нужно носить медицинские маски. Мы не должны проводить время в людных местах и обязательно соблюдаем дистанцию в 1 метр. А есть какой-то стереотип, связанный с твоей страной? Относительно стереотипов, здесь, в Сенегале, я ничего подобного не слышал. Слушай, а что ты слышал вообще о России? Россия большая страна, очень большая страна и очень холодная. Мне нравятся некоторые русские, они не особенно открыты для иностранцев. Они хорошие, но довольно агрессивные. Это странно, но мы в Сенегале, когда видим иностранца, мы чувствуем некую ответственность за человека, мы можем поделиться с ним чем-либо, когда у нас самих есть это. А даже когда нет, мы постараемся дать ему то, чего ему не хватает. Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя хорошо. И после того, как вы вернетесь, вы, по крайней мере, скажете: да, ко мне хорошо относились, и это самое главное. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментарии, какие бы вы вопросы задали иностранцам. Нельзя говорить, что на этом все, иначе после этого человек выключает видео. Мне так сказали. Поэтому на этом не все, потому что с вами был Константин, и вы были на канале Кельф. Всем удачи, всем пока. Это моя любимая фраза в конце видео, которую я забыл, по-моему, в прошлом видео. Или нет? Пока. Making a stack, then I'm making a rack, and I give it all back to the people who lack. Got me on fleek, no, you got me on flack. Start all the beef, then you take it all back. Didn't believe, now you see me on track. Keep up with me, cause I never look back. Used to know me, but I'm not like my past. Reinvent me like you wish that you had, let's go. I just wanna touch the sky, West Coast.